Наверное, у каждого возникает невероятная тревога и стресс, если домашний питомец теряется. Это можно сравнить только с чувствами переживания за близких людей, когда нет уверенности, что они в безопасности. Обстоятельства усложняются, если питомец имеет инвалидность. С такой проблемой столкнулись владельцы слепого лабрадора, который внезапно исчез. Несмотря на то, что собаки обладают превосходным обонянием, которое помогает им ориентироваться, куда они идут, они также полагаются на прекрасное зрение. Поэтому слепой питомец был практически беспомощен. Семья искала Коула, так зовут лабрадора, в течение нескольких дней. Но судьба готовила особый поворот событий. Слепому лабрадору-ретриверу перевалило за 12 лет, когда он исчез из дома. Как только семья поняла, что собака пропала, они начали тщательные поиски по всей округе городка Боулдер-Крик, Калифорния. К сожалению, поиск не дал положительного результата. 10 наших соседей присоединились к поискам Коула, которые продолжались до поздней ночи. Потом все разошлись по домам, но пообещали, что помогут на следующий день, сказала Бет, хозяйка Коула. Прошла целая неделя, но следов собаки нигде не было. В нашем районе водятся хищники, поэтому мы предположили, что он мог пострадать или даже погибнуть от лап диких зверей, продолжила Бет. Тем не менее, семья не теряла надежду, что их любимый питомец жив и просто не может отыскать дорогу домой. На всякий случай они расклеили листовки по всему городу. Вскоре после этого происшествия сосед семьи Коула, Дэн Эстрад, наткнулся в лесу на то, что он вначале принял за мешок с мусором, валявшийся в ручье. Парень со своим другом Винсентом и 2 собаками отправились в поход в лес. Прошло всего 15 минут прогулки, когда Дэн и заметил то самое нечто, лежащее прямо в ручье. Присмотревшись, он понял – это Коул. Сначала товарищи подумали, что пес мертв, но, подойдя ближе, они заметили, что его голова двигается. Как только я увидел живого Коула, то сразу побежал к нему. Я прыгнул в ручей, достал собаку и начал обнимать его, а он в ответ завилял хвостом. Я был так счастлив отыскать этого беднягу, говорит Дэн. Коул был очень рад увидеть знакомое лицо. Он прижимался к Дэну и вертел головой из стороны в сторону. Но спасение было далеким от своего завершения. После 8 дней без еды и воды собака была очень слабой, истощенной и голодной. Коул сделал не больше 10 шагов и упал на землю. Дэн понял, что самостоятельно идти песик не может, поэтому взгромоздил его себе на плечи, и так они начали выбираться из леса. В это время Винсент связался с владельцами Коула и сообщил им о приятной находке. Они не могли дождаться встречи и выехали парням навстречу. Первая встреча между Коулом и его семьей была невероятно эмоциональной. Они плакали от счастья. Мы еще не подошли к ним вплотную, а я уже видел слезы на их глазах, вспоминает Дэн. Удивительно, что Дэн отказался от награды в размере $1000, которую семья предлагала нашедшему их питомца. Вместо этого парень попросил, чтобы они переправили эту сумму в приют или фонд спасения животных. Слепая, пожилая собака вернулась домой после таких испытаний. Это же просто здорово. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!